Всем привет, с вами Артем. В этом видео мы посмотрим на комплект из процессора Xeon E5-2666V3, материнской платы Huananji X99BD4 и десктопной оперативной памяти Ethermiter 32 ГБ 2133 МГц. Сравним производительность с отключенной технологией гипертрейдинг в играх и программах. Игр будет немного, процессор очень мощный для моей видеокарты GTX 1070 и показать в других играх нет возможности. ЦП даже на разрешении 720 грузит карту по полной. Воспринимайте включенные в тест игровые проекты просто как полигон для вычисления разницы в производительности. Немного поговорим в целом о данной системе. В ней присутствует достаточно моментов, с которыми придется смириться. В основном это, конечно, относится именно к материнской плате. И пока мы не начали, есть к вам вопрос. Есть желание посмотреть на производительность процессора готовой сборки 2620V3 BD4 плюс 16 ГБ двухканал. Вряд ли это будет сравнение с чем-то, просто около какого-то количества кадров ЦП сможет подготовить в конкретных играх. Если следили за моим сообществом, то, наверное, в курсе, что с этим комплектом пришла поврежденная материнская плата. Но все обернулось удачно, средства вернули и пришла уже целая материнка. Теперь вернемся к монстру E5-2666V3. Это 10-ядерный 20-поточный процессор. Охлаждать мы его будем с помощью кулера Cooler Master 212 EVO. За тепловую мощность, которую может отвести данный агрегат, ничего не известно. Производитель решил это сделать тайной. На видео кулер еще с двумя вертушками. Одну пришлось впоследствии снять, так как под рукой не было разветвителя на два вентилятора, а идея подключить во второй 4-пиновый разъем платы была провальной, так как он оказался неуправляемый и шарашит на всю катушку. Также и все остальные 3-пиновые разъемы. Smart Fan работает только на разъеме CPU Fan. Далее было понятно, что одного вентилятора хватает вполне. После анлока турбобуста и андервольтинга минус 50 мВ частота процессора установилась в нагрузке по 3,5 ГГц по всем ядрам. Схема работы C-State установилась такого формата, а модифицированный BIOS дал возможность скорректировать вот такие тайминги памяти. Ошибочные тайминги нормально сбрасываются с помощью джампера, программатор не нужен. Давайте теперь прикинем, какая температура радиатора цепи питания будет после 15-минутного стресс-теста AIDA 64. Датчик потребления у данной материнской платы работает некорректно. Как можно было увидеть, это где-то около 50 градусов, но есть очень важное дополнение. Система открыта. В закрытом, а тем более в затлом корпусе температура будет куда интересней. Если у вас есть вопросы по данной системе, можете задать их на нашем форуме. По поводу зависаний в AIDA 64 и HV-Info 64 или FPS Monitor есть тема, там все разобрано, ссылка будет в описании. Теперь приступим к сравнению. У меня появилось устройство видеозахвата и отдельный компьютер, который все это дело обрабатывает, так что погрешность теперь возможна исключительно от оверлея. На диаграммах будет, как всегда, результат чистого прогона бенчмарка FPS. Первый игровой проект это у нас Lara, настройки максимальные, разрешение 720, средняя частота кадров третьего эпизода 109 на 116, но по мере продолжительности теста и чем ближе к рынку, разница постепенно сокращается. Местами загружаю 2666V3 с отключенными потоками почти по 90%. Также стоит отметить, что карту процессоры очень сильно подпирают, работает практически на пределе. Думаю, если была бы карта помощней, то 10-поточный прос можно было вообще положить. GTA 5. Средняя частота кадров по бенчмарку 77 на 75. Настройки максимальные, сглаживание MSAA, двукратное разрешение 720p. Добавил в оверлей редкие события и очень редкие события, возможно для кого-то это очень важный показатель. По бенчмарку в целом мы видим практически одну и ту же картину. Кстати, в данном проекте отключение потоков на температуру процессора сильно не повлияло.
Dota 2 средняя частота кадров по данному игровому отрезку 177 на 175. В целом при таком количестве кадров это можно засчитать как результат 1 в 1. Watch Dogs 2 настройки ультра, средняя частота по отрезку 82 на 85. Данный игровой проект охотнее отреагировал на отключение потоков, и так же как и в первой игре процессоры сильно давят видеокарту. Обитель зла 2 настройки очень высокие, не превышающие 8 ГБ видеопамяти, средняя частота кадров 160 на 159. Война миров Z настройки ультра, средняя частота по бенчмарку 103 на 102. CSGO настройки максимальное, сглаживание MSAA двукратное, разрешение 1080, средняя частота кадров по бенчмарку 364 на 355. И последний на сегодня проект — это Зов Припяти Benchmark, результаты которого посмотрим немного позже. Вот такие получились результаты. Стоит учитывать, что это результаты конкретно в представленных играх и с определенными комплектующими. По процессору хотелось бы отметить, что устанавливать его в очень дешевую плату не стоит. Также старый корпус ATX 2000-х годов тоже не годится. По плате X99BD4 есть моменты с зависанием отдельных приложений, некорректно работающими датчиками, неуправляемые разъемы вентиляторов, нужно использовать ReaBus. Также, на мой взгляд, явное шуршание вентиляторов на радиаторе цепях питания процессора может оттолкнуть от данной покупки. Но со временем ко всему можно привыкнуть и некоторые моменты можно исправить. Взамен мы получаем добротную и красивую материнскую плату, для которой процессор со 135-ваттным TDP семечки. Что касается памяти от Thermiter, она показала себя с неплохой стороны, тайминги поджались с 15 до 12, и это еще был не предел. Все комплектующие заказывались отдельно, и когда в результате все собрали, система постоянно стартовала с ошибкой B9. В общем, было принято решение почистить контакты на процессоре и памяти. Если на памяти контакты были идеальные, то на процессоре присутствовали жирные разводы, и после чистки все заработало на ура. На этом у меня все. Не забудьте написать комментарий за TS2620V3 в двухканале, чтобы я сориентировался на его производство. Если есть вопросы, обращайтесь на наш форум. Огромное вам спасибо за просмотр. С вами был Артем. Всем добра.